Здравствуйте, дорогие друзья! И я к вам снова с садовым декором. И на этот раз рада представить вам моего нового жителя, пирата Илюшу. Как вы видите, сделан он из старых шин, и весь процесс его создания я, как всегда, покажу вам в этом мастер-классе. Ну что, приступим! В первую очередь нам нужно собрать из 3 шин вот такую конструкцию, как вы видите на экране. Внизу маленькая шина R15, на ней стоит большая R17, и голова сделана снова из R15. Скреплять шины лучше всего саморезами по дереву с пресс-шайбой, то есть широкой шляпкой. Соединяем голову с туловищем 7 саморезами. Вкручиваем их в верхнюю шину изнутри примерно по центру. И скрепляем туловище с подставкой слева и справа изнутри центральной части, используя 7-8 саморезов с каждой стороны. Дальше нам понадобится линолеум. Можно использовать бэушный, если он у вас есть, но у меня его не было, поэтому я купила самый дешевый из остатков Леруа. Вырезаем 4 круга диаметром чуть больше внутреннего диаметра шин и прикручиваем линолеумные круги саморезами к шинам, по 2 круга на шину. То есть закрываем и с лицевой стороны, и с задней, чтобы в шину не забивался мусор и листья, и пират был красивым со всех сторон. Теперь нам нужно раскрасить заготовку. Я крашу аэрозольными красками, но можно покрасить и кисточкой. Лучше красить сверху вниз. Начнем с головы. Коричневой краской раскрашиваем шину сзади и по торцевой части. Это волосы и борода. Центральную часть раскрашиваем бежевой краской. Это лицо. Центральную шину делим визуально пополам. И раскрашиваем нижнюю часть в синий цвет, это штаны, а верхнюю в белый, это будет тельняшка. Самую нижнюю шину красим в зеленый цвет, это будет трава. Оставляем все до полной просушки и переходим к детализации. Набираем много-много коричневых пластиковых бутылок. Можно использовать бутылки разного объема и формы, это не принципиально. У меня на пирата ушло 52 штуки. Моем и снимаем этикетки. Отрезаем нижнюю часть, она нам не понадобится. И нарезаем верхнюю часть бутылки соломкой. Старайтесь отрезать бутылки примерно на одну высоту, чтобы прическа получилась аккуратной. Теперь зажигаем свечу и оплавляем все заготовки. Нам нужно добиться эффекта кучерявости и густоты. Сначала подкручиваем полосочки по краю. Старайтесь не касаться полосочками самого огня, держите их чуть выше, чтобы они не закоптились. Дальше проходимся по центру и переходим к самому горлышку. И в завершении подкручиваем оставшиеся торчащие полосочки. Все то же самое нужно проделать со всеми заготовками. Для каждой бутылки нам понадобится коричневая или черная крышка. Другие цвета не подойдут, так как они будут заметны. Прикручиваем саморезом крышку к голове и вкручиваем в крышку бутылку. Точно так же закрепляем все остальные заготовки, располагая их в шахматном порядке, чтобы прическа смотрелась еще гуще и объемней. Вот такой вот красавчик у нас уже получается. Сзади я оставила голову как есть, но вы можете нарастить волосы и на затылке. Переходим к лицу. Сначала делаем набросок простым карандашом, а дальше раскрашиваем акриловыми красками. Естественно, лицо вы можете нарисовать так, как вам захочется. Можете сделать пирата милым и веселым, или хитрым и озорным. Фантазируйте. Думаю, многие поняли, кто вдохновил меня и выступил прототипом этого пирата. Илью Варламова я уважаю и согласна со многими его мыслями и утверждениями, но его отношение к поделкам из шин я не разделяю, о чем написала отдельный пост в сообществе. Кому интересно, заглядывайте, читайте и комментируйте. У меня были старые дырявые сапоги, их я покрасила черной аэрозольной краской и прикрутила к пирату. Теперь рисуем синей акриловой краской полоски на тельняшке. Лучше сначала наметить, как они будут располагаться, а потом широкой плоской кистью их прорисовать. Так они получатся более-менее ровные. Кстати, вы, наверное, заметили, что в некоторых местах белая краска у меня как бы съежилась.
Такое бывает по нескольким причинам. Например, если нанести второй слой краски, пока первый еще до конца не высох, или держать баллончик очень близко к окрашиваемой поверхности. Вот я всегда допускаю вторую ошибку. Подношу баллончик очень близко, и газ, который находится в баллоне, разъедает первый слой краски. Из-за этого же еще и потеки появляются. Так что соблюдайте нужную дистанцию, не повторяйте моих ошибок. Из старого ремня и крышки от жестяной банки делаем пирату ремень. Переходим к созданию рук. Для этого отрезаем у двух белых бутылок горлышки. По желанию можно сделать кружавчики по краю. Это будут рукава-тельняшки. Из гофрированного шланга делаем руки. А из двух одинаковых бутылок, у меня это бутылки от молока, делаем кисти. Прикручиваем руки к туловищу, и наш пират готов. Осталось отправить его на постоянное место жительства, во двор, на дачу или в сад. А моему пирату компанию составил воришка-кот, которого я показывала в прошлом видео. Надеюсь, это видео вам понравилось, и если это так, то ставьте лайки и пишите комментарии. Ну а на этом у меня на сегодня все. С вами была я, Евгения Ващенко, и наш канал Семейный Handmade. Всем отличного настроения и до скорой встречи. Пока-пока!